И я не могла представить даже, сколько мне понадобится времени, чтобы уговорить их отпустить меня одну в другую страну. У меня в жизни всегда было две вот такие вот маленькие мечты, которые, в принципе, связаны между собой, но это не обязательно. Щелк, захотела, поехала. Я собрала все документы буквально за 3 дня, по-моему. Привет, ребята! Я опять снимаю на полу, потому что мне нравится это место, здесь удобно сидеть, здесь хорошее освещение, но знаете что? Сегодня не об этом. Я хотела сделать такое маленькое вступление. Где-то 2 недели назад у меня сбился режим сна, и я опять лежала, мучилась от бессонницы, очень долго не могла уснуть. Я подумала, что вот, как-то я чувствую, что опять проваливаюсь в рутину, все становится однотипным, и мне так хочется получить новые эмоции, новые впечатления. И такая, было бы здорово поехать в Париж, например. Почему бы нет? И обычно такие мысли я всегда такая, типа, ага, да, конечно. И отгоняю их, потому что они мне кажутся нереальными. А в этот раз я подумала, ну а, собственно, кто мне мешает хотя бы просто спросить у родителей? Может быть, они будут не против. И на самом деле в этом пункте я сомневалась больше всего, потому что они ужасно за меня переживают. И я не могла представить даже, сколько мне понадобится времени, чтобы уговорить их отпустить меня одну в другую страну. Но я подумала, попытка не пытка, и представила им весь свой супер расписанный план. И они походили, подумали пару дней, и они разрешили. Для меня это до сих пор такое необычное чувство. Я не знаю, я хочу верить в то, что они считают меня достаточно ответственным и взрослым человеком, именно не по цифрам в паспорте, типа, а-ля, да, мне 18, там, ой, мне уже 19, да, мне 19, но как бы какая разница, сколько тебе лет. Главное, чтобы ты в мозгах был нормальным, уже сформированным человеком и понимал всю ответственность, которую ты на себя берешь, по крайней мере, в данной ситуации. Я вчера поехала подавать документы на визу, причем я решила не обращаться в визовый центр, потому что зачем, если можно это сделать самой. Я собрала все документы буквально за 3 дня, по-моему. Господи, я так переживаю, серьезно, мне так колотится сердце, потому что это последний шаг. Мне осталось получить эту визу. Пожалуй, лучше это поставить, да? Так ведь будет удобнее рассказывать. Даш, ты гений. Всем привет! Я в своем номере в отеле в Париже. И это, конечно, такой экспириенс был, доехать до сюда от отеля. Ой, от отеля. Господи, я уже 2 суток путаю отель и аэропорт. Когда надо говорить аэропорт, я говорю отель, а когда надо говорить отель, я говорю аэропорт. В общем, это было очень такое разнообразное, не очень увлекательное путешествие на электричке сначала, потом на метро и потом еще пешочком от аэропорта Шарль-де-Голль до моего отеля. Но, слава богу, я наконец-то здесь, я в безопасности. Сейчас я, наверное, отдохну немножко, умоюсь, потому что я с дороги вообще просто типа не. И я думаю, что пойду погуляю, плюс надо будет где-то покушать, потому что я уже чувствую, что скоро буду голодная. Благо, у меня еще есть санкт-петербургский банан, и я стырила булочку с самолета. Ну как, мне ее, конечно, дали, но я ее взяла с собой, а не оставила, так что, если что, я поем ее. А еще, если вам вдруг будет интересно, я покажу вам свой номер, потому что он прям очень хорош. В общем, это дверь. И потом, когда вы заходите, вот что вы видите. Это мой чемодан. Вот, собственно, весь номер. Он очень небольшой, но для одного человека, да даже вдвоем здесь было бы абсолютно нормально. Вот, здесь большой плюс — это много зеркал. Кстати, у меня теперь есть штатив, и будет гораздо удобнее снимать. В общем, это зеркало номер 1. Затем зеркало номер 2. За этой прекрасной стеклянной дверью, которая ужасно скрипит, находится туалет и ванная. Здесь зеркало номер 3 и номер 4. И также телевизор, шкаф, мини-бар.
Зеркало номер 5. И знаете что? Самая прекрасная часть этой комнаты это просто... Это вот это вот окно. Оно очень большое. Это как мини-балкон получается. И здесь просто потрясающий вид. Я боялась, что в отеле не будет вешалок для моих брюк, поэтому я привезла их с собой. Но, кстати, вешалки оказались. Я наконец-то собралась, переоделась, уладила пару вопросов. У меня что-то сейф не работал, но мне все починили. Вот, look of the day крайне простой. Вот, но зато комфортно, удобно, так что сейчас я пойду гулять и есть, потому что я до сих пор не обедала. Знаете что? Я думала, я поеду, буду без проблем снимать на улице, потому что я не буду стесняться. Но проблема в том, что я даже здесь очень сильно стесняюсь, это кошмар, как много людей. Ужас. Еще все очень смотрят, и я чувствую себя максимально неловко. Я сейчас иду на площадь Трокадеро, потому что оттуда один из самых красивых видов на Эйфелеву башню, и мне до туда идти. Почему-то, когда я бронировала отель, я думала, что я буду идти минут 20, ну максимум 30. Но я где-то обсчиталась, и мне идти 50. Но это даже лучше, я думаю, потому что я люблю ходить. Вот. И, в принципе, погода такая приятная. Не жарко, не холодно. Вот так вот. Так что буду ходить, нарабатывать себе шаги. Вот, а еще сегодня пятница, и поэтому я хочу пойти в Лувр, так как по средам и по пятницам Лувр работает до 21:45. То есть на несколько часов больше, чем обычно. И, соответственно, я хочу пойти туда вечером, чтобы очереди были меньше. Откуда я узнала, спросите вы? Это лайфхак я подглядела на просторах Ютуба. Так что, если вы вдруг захотите сэкономить время и посетить Лувр, то тоже пользуйтесь им. Знаете, что забавно? Я как бы знаю, что Елисейские поля, Триумфальная арка, башня, они находятся рядом. Но в моей голове нет четкой картинки того, как это все находится. И я сейчас иду, поворачиваю голову, такая, опа,
Это что такое? Оказывается, что это та самая арка. Я подумала, что это какая-то другая. Но мой навигатор говорит, что это та самая арка. Я такая, сейчас бы мимо прошла. Это очень забавно, потому что я абсолютно не знаю города, абсолютно ничего тут не знаю. И это действительно интересно. Потому что ты как, я не знаю, как будто ты в лабиринте оказался, только у тебя есть карта. Фактически так и есть, но просто это очень прикольно. Dime cuál es la vuelta más que se hace. Prefiero tirarlo en el putero que en los tases. Llegamos al home, ya no estamos en segunda base. Ey, ey. Puerto Rico ya le llegó. Chile ya le llegó. А знаете, что сейчас было? Конечно, вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Это было так здорово, я сидела, обедала, и пришла компания людей. Они сели прямо за соседний столик, прям сбоку от меня, и они начали говорить по-русски. Я такая, ого, так приятно слышать родную речь в незнакомой стране, это очень забавно. Вот, я когда уходила, пожелала им приятного аппетита. Я еще тогда разговаривала с подружкой, записывала ей видеосообщение, они тоже услышали, что я говорю по-русски. Когда я уходила, мы обменялись такими приятными пожеланиями. Я такая, блин, прикольно, прикольно. Знаете, я сейчас шла в магазин, я хочу зайти в Encanto Stories, вот, и после этого пойду в Лувр. И я иду и выхожу на Елисейские поля опять. И я решила пойти не по параллельной улице, а дойти до конца. И знаете, здесь так хорошо. Сама улица с магазинами, она такая шумная, такая большая, там столько народу, и вообще все так громко. А когда ты проходишь дальше, тут такие милые, уютные скверики, что просто хочется сидеть, смотреть на фонтан. А еще на соседнюю лавочку пришел дедушка с собачкой. Эта собака такая милая. Я обожаю французских бульдогов. Вот, и как раз дяденька с такой собачкой. Так хорошо просто сидеть. Я обожаю парки, я обожаю просто, как бабуля, сидеть на скамейках, наблюдать за людьми, дышать воздухом. А когда еще солнце выходит, так это вообще сказка. Так необычно, что... Ну, как, по сути, это обычно, да, уже давным-давно такое существует, но просто насколько до сих пор меня удивляет то, как может сосуществовать такой, так скажем, цивилизация в плане люди, магазины, вот это все, вся эта инфраструктура, и буквально рядышком такой уютный, милый парк, природа. И если вот в 100 метрах от меня шум машины и вообще кошмар, крики, то здесь шум фонтана и спокойствие. Хорошо. Очень хорошо. Знаете, что я поняла? Видимо, я действительно сама в корне была не права.
потому что я считала, что посчитала, что Елисейские поля это вот эти вот эта огромная улица с магазинами, потому что так написано на карте. Но здесь такие чудные садики, променады и аллеи, что я полагаю, о господи, какая красота. Я полагаю, что теми известными полями как раз-таки названы эти места, а не эта шопинг-улица, от которой у меня голова кругом. Посмотрите на эту красоту. Это как сказка. Этот штатив. Это действительно решение. А еще на меня так внимательно смотрели мама с девочкой, что я не удержалась. И продолжила специально провоцировать их тем, что говорю со штативом на камеру. И всех остальных людей, кстати, тоже. Знаете, бывает такое, что ты сам не понимаешь, что тебе чего-то не хватает, до того момента, пока ты это не получишь. И вот я сейчас сижу просто на траве. Просто сижу и смотрю на красивые виды. И знаете, мне этого так не хватало. Я очень люблю свой город, он действительно прекрасен, но мне не хватало этой осенней теплой погоды, когда ты можешь вот так вот в тишине погулять как можно дольше. Мне кажется, сегодня обошла просто весь Париж, серьезно. Я принципиально не хочу пока брать метро, хочу все обходить пешком. Я сегодня намотала уже столько километров, это просто нечто. Но это настолько чудесно, я настолько благодарна родителям, судьбе, просто вселенной за то, что так сложилось. И я сейчас могу сидеть здесь, смотреть на эту башню, понимать, что сзади меня Лувр, а я просто сижу. И мне просто хорошо. Не потому, что я там какая-то, не знаю, отличающаяся от других, нет, я такая же, как все. Мне хорошо просто от того, что я в красивом месте, в хорошую погоду. Я не знаю, как это объяснить по-нормальному. Я такое ловлю, в принципе, ощущение и у нас нередко, когда у нас хорошая погода. Просто, знаете, это осознание себя в моменте, когда ты понимаешь, что ты здесь и сейчас, и ты испытываешь такую искреннюю радость за то, что ты имеешь возможность вот так вот просто остановиться, знаете, остановить мгновение и созерцать. У меня немножечко такое под вечер настроение началось, а-ля немножко философское. Там такая собака классная. Вот. Эта собака очень милая. Она постоянно бегает и что-то там копает. Привет! Ко мне пришла собака! Она только что была рядом. Она принесла мне мячик. Она такая мягкая. Ребята, я наконец-то пришла домой, господи.
Я похожа на дымового какого-то. Я просто ходила весь день, и я не знаю, что с погодой. Все вроде хорошо. Видимо, влажность повышенная, а у меня волосы очень сильно пушатся от влажности. В итоге я просто один сплошной пушок. Вот, но... Господи. Я сегодня принципиально не хотела брать метро. Я хотела все обходить самостоятельно, потому что я люблю ходить. Я весь день ходила, просто. Я не чувствую ног. Я так мечтала о том, что я приду сюда и просто упаду вот так вот, как сейчас, например. Ой, ой, ой. Все, господи.